Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, у нас с первых гранок новостей так и не сходит Израиль. То 12-дневная война, то обвинение Ирана в том, что он там готовит ядерное вооружение. Но хотелось бы сегодня поговорить о его оппоненте. А что там с израильским атомным проектом, который есть, но о котором никто ничего не говорит и тем более не рассказывает? Что с атомной программой Израиля? Можете ли вы нам что-то рассказать? Ну, начнем с того, что она не атомная, а ядерная, потому что никакого отношения к атомной энергетике не имеет, а имеет прямое отношение к другой стороне атома, военной. Поэтому, если смотреть на 12-дневную немотивированную агрессию Израиля против Исламской Республики Иран, то, говоря в терминах э, агентства МАГАТЭ, все звучит несколько иначе. Страна, не подписавшая договор о нераспространении ядерного оружия, осуществляет агрессию против страны, которая этот договор подписала и ратифицировала. Причем сразу же после его появления, напомню, что договор появился в 1967 году, в 1968 году он уже был подписан Ираном, в соответствии с требованиями, которые к этому договору есть, в 1970 году прошла ратификация в парламенте. То есть, еще раз, Иран участник договора о нераспространении ядерного оружия, Израиль нет. Израиль, который говорит о том, что Иран со дня на день создаст ядерную бомбу и начнет всех взрывать, и Израиль, на объекты которого МАГАТЭ не появлялся никогда, поскольку доступ запрещен, сотрудничество, собственно говоря, на нуле. Это если с чисто объективной стороны смотреть, или с формальной, с юридической, как угодно. Сам мотив того, что Иран всенепременно создаст ядерное оружие, начал звучать с момента исламской революции и до сих пор не останавливается. Каждый раз Израиль сообщает, что в следующем году точно будет бомба. Делает он это с 1979 года. Вы уж, конечно, меня простите за мое личное мнение, но если бы Ирану нужно было ядерное оружие, за это время он бы его точно успел создать. Что касается самого Израиля, участие в МАГАТЭ, да, принимает с момента создания агентства, это, напомню, подразделение Совета Безопасности ООН, Израиль в нем участвует. Больше, собственно говоря, ни в чем не участвует того, что касается ядерной безопасности. Я уверен, что многие считают, что ядерная программа связана в Израиле с его главным союзником, Соединенными Штатами, но самое удивительное, что ни в коем разе. С самого начала, еще после речи Эйзенхауэра «Атом во имя мира», Соединенные Штаты были категорически против того, чтобы ядерное оружие появлялось у Израиля. И тот исследовательский реактор, который действительно был поставлен в соответствии с этой программой, находится он в Сиреке, есть такой пункт. Там стоит легководный реактор мощностью 5 мегаватт, никакого отношения к ядерному оружию он не имеет. На нем проводятся научно-исследовательские работы, идут какие-то наработки в сторону ядерной медицины и не более того. Отматываем время достаточно далеко назад. В 1957 году подписан договор о сотрудничестве в атомной энергетике с Францией. Напоминаю, что на тот момент отношения Франции с Соединенными Штатами были куда как не такими, как сейчас. Господин Деголь Соединенные Штаты не считал своим сюзереном, которому надо подчиняться. Помните попытки поменять доллары на физическое золото и прочее, прочее. Все эти попытки начались после того, как, собственно говоря, у самой Франции появилось ядерное оружие. До этого вот таких резких движений господин Деголь себе не позволял, а потом стал позволять. И на той же волне был подписан вот этот договор с Израилем, и прототипом реактора на тяжелой воде в Димоне, ядерный центр Израиля, в пустыне, вот такое замечательное местечко, куда никто никогда не попадал. Если не считать тех, кто там работал, а потом начинал давать информацию в таком шпионском режиме. Почему реактор на тяжелой воде? Ну, достаточно очевидно. Как и урано-графитовый реактор на рабочий плутоний, он позволяет в любое время извлечь ядерное топливо, то есть оно постояло в активной зоне,
те самые 30-40 суток, это тот временной отрезок, в течение которого в уране образуется наибольшее количество плутония-239 и минимальное количество плутония-240, который является ядом для боезарядов. Не будем, наверное, сегодня вдаваться в эти подробности, но просто он вреден. Легководные реакторы такого не позволяют. Там для того, чтобы извлечь топливо, надо полностью прекратить цепную реакцию деления, снять крышку и только после этого какие-то манипуляции производить. А тяжеловодники, да, можно на ходу. Вот в данном канале топливо находится столько нужное количество времени, выдергиваем, ставим следующее и так далее, по очереди можно менять. Проблему с тяжелой водой помогли решить норвежцы, вполне традиционно. После войны то, что английские специалисты разбомбили, чтобы остановить урановый проект Германии, было восстановлено, вода на продажу была. Вот состоялась как бы первая заливка на том уране, который был предоставлен самой Франции. Отличительная особенность тяжеловодных реакторов то, что урану не требуется вообще никакого обогащения. Урановые блочки изготавливаются просто из природной руды урана. Содержание урана 235 0,7%, но этот тип реакторов этого вполне устраивает и позволяет нарабатывать плутоний. Если говорить объективно, то информация о том, что плутоний нарабатывается, да, есть. С того момента, как был подписан, ратифицирован договор о нераспространении ядерного оружия, МАГАТЭ, которая вторая часть его деятельности, не только, так скажем, популяризация атомной энергетики всеми мирами, но и контроль за выполнением договора о нераспространении. Спутниковое оборудование позволяет обнаруживать следы изотопов плутония, они там совершенно четко зафиксированы. Плутоний нарабатывается. Поверить, ну, если говорить о том, какие шаги нужно пройти, чтобы получить ядерный боезаряд, следующее – это радиохимическое производство, то есть из того самого блочка урана, который простоял нужное время в активной зоне, нужно извлечь сам плутоний. Тяжелая такая химия, там и высокая радиоактивность, плутоний очень сильно фонит. Для того, чтобы из куска металла вытащить небольшую составляющую, это тяжелые кислоты, урановые блочки растворяются полностью, дальше идут там всевозможные экстракции и прочее, прочее. Жесткие меры против радиоактивности, работа в соответствующей защите, определенное количество времени и так далее. Один из разоблачителей ядерной программы, человек по имени Вануну, свой срок отсидел. Он какое-то время был в этом Димоне, потом уехал, начал распространять информацию. Моссад его похитил, расстреливать не стали, свой срок отбыл. Но он не был на самой главной части. После того, как плутоний извлечен, с ним нужно что-то делать для того, чтобы он стал ядерным боезарядом. Ядерный боезаряд – это металл. Металлургия плутония – это самая секретная часть, во-первых. Во-вторых, технически самая сложная. Плутоний охотно вступает в самые разные химические соединения, у него разная валентность, он в ряде соединений может просто вспыхивать на воздухе. В общем, такая очень и очень непростая технология. Вот информация о том, что Израиль ей овладел, отсутствует вообще. И мне кажется, мое субъективное, конечно, мнение, я на истину в последней инстанции не претендую, но если на реакторе 50 лет нарабатывается плутоний, что известно точно, поверить в то, что он просто складируется и лежит, ну, я, например, не очень могу. Если кто-то способен в это верить, ну, верьте. Что касается тех скандалов, которые были более-менее известны в прошедшие времена, это поставки урановой руды из Аргентины. Для того, чтобы реактор работал, ему нужно топливо. Поставила именно Аргентина, это была целая какая-то шпионская история. Судно двигалось через океан, за это время его успели перепродать раз 6 или 7, оно неожиданно становилось то чилийским, то английским, то еще непонятно каким. Но так или иначе доставили. Что касается тяжелой воды, то налажено собственное производство. И вот этот загадочный реактор ИРР-2 продолжает работать без доступа инспекторов МАГАТЭ.
Ну, достаточно скандальная история, которую в советские времена очень много обсуждали, так называемый инцидент Вела. Это полигон в Южноафриканской Республике, 1979 год. Судя по той информации, которая тогда была, там был проведен исследовательский взрыв ядерного боезаряда, изготовленного в Израиле. ЮАР – это единственная страна на планете, которая ядерным оружием и технологиями для его создания обладала и добровольно от него отказалась. 70-е годы режим апартеида, практически полнейшая изоляция Южноафриканской Республики. Вот для того, чтобы от этой изоляции хоть как-то избавиться, руководство ЮАР пошло на то, что вскрыло все, что у них было. Что касалось ядерной программы, позволило доступ МАГАТЭ, все было демонтировано, все в полном порядке. И, разумеется, на 100% в том, что был взорван именно ядерный боезаряд, изготовленный в Израиле, конечно же, ни у кого нет. Поэтому разговоры о том, что белый и пушистый Израиль мирный, демократичный и так далее, добавьте там любые слова по вкусу, очень боится агрессии со стороны Ирана, причем агрессии ядерной, это, на мой взгляд, дезинформация в таком концентрированном виде, котором мы, наверное, редко где наблюдаем. Иран достаточно открыт. Соглашение о всеобщем плане действий в 2015 году было подписано. Иран его тщательно соблюдал до того момента, пока его не стали нарушать участники Евротройки, Англия, Германия, Франция. Ну и самый главный шаг – это тот же самый Дональд Трамп в свое первое пришествие в Белый дом в 2018 году из этого соглашения вышел. Разумеется, обострив всю ситуацию, которая вокруг Ирана складывается. И мы по-прежнему слышим, что Иран со дня на день обязательно создаст ядерное оружие. Борис Леонидович, а в каком сейчас положении находятся взаимоотношения Ирана и МАГАТЭ? Ну, с условием того, что все иранские объекты, куда МАГАТЭ имела доступ, ну, внезапно, точечно подверглись атакам. Ну, не все объекты, конечно, но все то, что было подвергнуто бомбардировке со стороны Израиля, со стороны послушных США, действительно находилось под инспекциями МАГАТЭ в той или иной степени на части объектов. Камеры по-прежнему находились, но в соответствии с тем, что было расписано в СФПД, соглашение о всеобщем плане действий, Иран действовал исключительно вот по каждой букве, что там написано. Он ведь пошел на подписание этого соглашения, на сворачивание того, что могло привести действительно к созданию ядерного оружия, в обмен на отказ от санкций, которые были в его отношении введены Советом Безопасности ООН. Вы снимаете вот эти санкции, я убираю тяжелую воду из реактора в Араксе, соглашаюсь на то, что идет демонтаж частичный. На всякий случай, чисто техническая подробность, если в реакторе на тяжелой воде находится уран хоть с каким-то обогащением, плутоний уже не получить. Это будет просто энергетический реактор. И соответствующая команда, по-другому не назовешь, под руководством МАГАТЭ, целая интернациональная бригада работала с тем, чтобы убрать часть оборудования. В том числе и наши специалисты. Работа это заняло около 3 лет. Соответственно, чтобы вернуть реактор в состояние, когда он позволит наработать плутоний, я не представляю, сколько лет уйдет, если это Иран будет делать в одиночку. Проще, наверное, новый построить. Иран сокращал объемы производства тяжелой воды, Иран сокращал объемы запасов тяжелой воды, Иран снижал уровень обогащения. Что мы видели в 2018 году? Соединенные Штаты из СФПД вышли. Евротройка заявила, что она не выходит, она будет изо всех сил стараться, чтобы никаких санкций не было. Были многочисленные обещания о том, что будет придуман специальный механизм расчетов, чтобы он не касался системы SWIFT и так далее, и так далее. Закончилось, ну, как говорил Владимир Владимирович, прибежали к ножке и хвостиком завиляли. Много-много чего обещали, но все сотрудничество с Ираном, Иран географически расположен настолько удачно, что, конечно, многие вопросы, связанные с углеводородами для Европы, можно было бы решить, но, тем не менее, одна европейская компания за другой уходили. Ну и, соответственно, Иран себя вел. Вы вышли, да, тогда вот эти ограничения я отменяю. Прошел еще год, я еще отменяю. Сказать, что он пошел на какие-то нарушения, ну, не получится.
Бомбили в основном те центры, где шло обогащение урана, потому что, по мнению Израиля, э, Иран движется именно по урановой тропинке. Напомню, что цепная реакция деления возможна в уране и возможна в плутонии. Но тот бесчеловечный эксперимент, который Соединенные Штаты над Японией ставили, показали КПД. Над Хиросимой было взорвано более 20 килограммов урана, обогащенного по содержанию урана-235 до 90%. КПД взрыва не более 10%. То есть 10% этого боезаряда взорвалось, произошел именно атомный взрыв, а все остальное просто разлетелось в разные стороны в виде дисперсной пыли, заразив местность. С одной стороны, да, цель достигнута, 100 тысяч трупов Пентагон получил, все в порядке. Но с другой стороны, над Нагасаки была взорвана плутониевая бомба. Всего 6 килограмм, результат по трупам ровно такой же, потому что КПД выше почти в 3 раза. Израиль считает, что за счет имеющихся центрифуг, позволяющих обогащать уран, Иран движется именно к урановой бомбе. Ну, тогда возникает вопрос, если кто-то видел карту Израиля, я надеюсь, что оператор ее покажет, покажите, пожалуйста, место, в которое Иран может нанести ядерный удар. Зараженность местности просто гарантирована. Побережье Средиземного моря – это роза ветров от моря вглубь территории. То есть, нанося удар по Израилю, предположим, что вот такое безумие наступило, Иран гарантирует заражение мусульманских государств, находящихся по ту сторону границы. А если ближе к столице Израиля, это удар по Аляксе. Третья по значимости священная реликвия, так скажем, для мусульманского мира. Чуть в сторонку, в чем суть противостояния и Ирана и Израиля? Интересы Палестины. Удар в этой местности – это заражение Палестины, заражение сектора Газа. Поэтому версия о том, что Иран готовится к ядерной бомбардировке, не то что притянуто за уши, там какое-то другое место, за которое тянут. Вот такая ситуация. Что касается бомбардировок, то основные опасения были связаны с 400 килограмм урана, обогащенного до 60%. Уверяли, что именно из этого объема Иран настрогает урановых бомб и понесется бомбить разнесчастный Израиль. Но 60% это обогащение, которое требуется для наработки изотопов, использующихся в ядерной медицине для производства радиофармпрепаратов. Напомню, что уже достаточно долго по объему экспорта радиофармпрепаратов Иран занимает третье место в мире. То есть то направление, которое у него очень активно развивается за счет, кстати, того самого исследовательского реактора, который в 1967 году в ядерный центр в Тегеране поставили Соединенные Штаты Америки. Этот реактор открыт любым исследователям, наблюдателям. Пожалуйста, приходите и смотрите, мы действительно делаем ядерный изотоп. Продолжает работать безо всяких проблем Центр по производству тяжелой воды. Объем производства вырос до 100 тонн в год. Это очень много, так скажем, не самый популярный товар, но те поставки, которые Иран в 2015 году осуществлял в США, ну, чтобы было понятно, о чем речь, продавал недорого, $1000 за килограмм, 30 тонн. В том же 2015 году поставки шли еще и в Россию в объеме 70 тонн. Для чего это нужно? Ну, что России, что Соединенным Штатам отнюдь не для производства ядерного оружия. У нас и так вполне хватает. В самом Иране на основании дейтерия производится более 300 видов медицинских препаратов. Вот то направление, по которому удара, слава богу, не пришлись. Что касается судьбы этих 400 килограммов, ну, не самые сложные расчеты, формулы все хорошо известны. Если представить, что сохранились все газовые центрифуги, которые находились в Фордо и Натансе, куда падали израильские и американские ракеты, вот все это уцелело, то для того, чтобы приготовить 25 килограмм
таким считается стандартный вес ядерного боезаряда, минимальный. Если все эти центрифуги будут работать безостановочно, то через 1,5 года ядерный боезаряд будет готов. Единственный вариант, при котором действительно Иран может очень быстро пройти дорогу до создания ядерного оружия, это, конечно, тотальное увеличение количества центрифуг, новые и новые каскады. Но каскады можно размещать только в Фордо, по которому бомбардировка, собственно говоря, и пришлась. Каскады можно размещать в Натанзе, по которому бомбардировка и пришлась. Первые дни после окончания 12-дневной войны руководство Ирана уверяло, что все бомбы пролетели мимо, но потом неожиданно пришло осознание, что поскольку за штурвалом, судя по всему, был сам Дональд Трамп, конечно, он все разбомбил. Все разнес в щепки и пополам. Собственно говоря, по этой причине Иран сейчас не имеет возможности допускать инспекторов МАГАТЭ до этих объектов. Бомбили ядерные объекты, там может быть повышенный уровень радиации, ну как же, а безопасность инспекторов МАГАТЭ, а их и драгоценное здоровье. Поэтому Иран совершенно закономерно заявил, что сначала должен провести сам следствие, разобраться, что там под землей случилось. Они тоже верят Трампу, знают, что все разнесли, но как добираться до подземных тоннелей Фордо, если там глубина объекта до 50 метров, да еще и бетонные укрепления поверх скальных пород. Конечно, не один год такое займет, чтобы разобраться, а вдруг там радиация. Иран будет рисковать сам. Когда завершит, обязательно пригласит инспекторов МАГАТЭ. Вот так выглядит сейчас обстановка. Мы готовы сотрудничать, но ваше драгоценное здоровье, господа инспекторы МАГАТЭ, для нас ценнее всего. Поэтому ждите. А потом мы вас обязательно пригласим. Что характерно, ничего из происходившего в небе над Ираном в течение 12-дневной войны не коснулось объектов в Бушире. Атомная электростанция Бушир работает совершенно исправно. Здесь инспекция МАГАТЭ никто не прекращал. Она работает в том режиме, который предусматривает гарантия МАГАТЭ для любой атомной электростанции. Росатом против инспекции, разумеется, ничего не имеет. Здесь никаких претензий нет. Потому что по действующему договору между Россией и Ираном облученное ядерное топливо на переработку вывозится в Россию. Соответственно, и здесь рисков того, что Иран будет использовать это для создания, допустим, грязной бомбы, тоже отсутствует. Вот облученное топливо, вот мы его извлекли, вот оно отлежало 5 лет в бассейне выдержки, вот его отвезли. Все можно проследить, камеры работают, инспекторы на месте. Вот какая-то такая обстановка. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.